спину по союзнику. С Зеленского срывают награды. Польша пошла в атаку. Варшава объявила войну бандеровской символике и заявила об угрозе. Международный скандал. Охота на стратегическую авиацию РФ, аэродромы и склады боеприпасов. Призовой фонд 250 тысяч евро. Киев и НАТО ищут участников. Удары ВСУ по Беларуси, приказ отвести технику. Зеленский решил прижать Лукашенко к стенке. Объявлены цели. Бусификация на территории России. Кого внезапно стали паковать? Что происходит? Протест украинских военных. Обман со стороны власти. Чем недовольны? Публичная пощечина Трампу. Куда выветрился дух Анкориджа? Ярость Лаврова. Стенка на стенку. Раскол в ЕС. Налеты на Москву. Эти и другие новости в выпуске. Друзья, всем привет. Это «Время Прядко», 20 июня на календаре. Спасибо за поддержку. Я начинаю. Удар на удар. Терпение лопнуло. Польша лишает Зеленского наивысшей награды – Ордена Белого Орла. Об этом заявил президент страны Навроцкий, записав 13-минутное обращение к нации. Причиной беспрецедентного скандала стало решение Украины присвоить одной из бригад ВСУ имя Героев УПА. Навроцкий заявил, что представители УПА зверски расправлялись над тысячами поляков, а их нынешняя героизация в Киеве – это возмутительный и глубокий плевок в лицо Варшаве. Поляки больше не намерены молчать и терпеть бандеровскую символику на территории Польши, заявил Навроцкий, и пообещал сделать все, чтобы навсегда запретить красно-черные флаги в публичном пространстве страны. Вспомнил Навроцкий и о помощи, которую предоставила Польша Украине, но сейчас предавать память предков молчанием не станет, говорится в заявлении. Поэтому в связи с согласием президента Владимира Зеленского на присвоение одной из частей вооруженных сил Украины названия Героев УПА, после консультаций с капитулой я принял решение о лишении президента Украины Ордена Белого Орла. Здесь я хочу подчеркнуть, это решение не направлено против украинского народа. Оно не означает изменение стратегического направления польской политики безопасности. Украина уже назвала это решение стратегической ошибкой Навроцкого, от которой выиграет лишь Москва и Путин. В Киеве считают, что эмоции взяли верх. Глава МИД Украины заявил, что в ответ возвращает свою награду Польше. При этом Навроцкий пошел еще дальше и также заявил, что вступление Украины в ЕС представляет угрозу для польского сельского хозяйства, говорится в заявлении. Против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС и Петер Мадьяр, премьер Венгрии. Тот накануне уверял, что со всеми соседями должны быть хорошие отношения, и он готов говорить и встречаться с Зеленским. Такой диалог уже в скором времени может состояться на Закарпатье. Свою точку зрения относительно Украины в ЕС Будапешт обосновал так. После долгих уступок и споров осталась наша формулировка. Процесс должен идти на основе заслуг и конкретных результатов, как и для всех остальных стран. И еще раз хочу подчеркнуть, если Украина когда-нибудь завершит переговоры, то вопрос будет вынесен на юридически обязательный референдум. Но это точно не вопрос ближайших дней. НАТО и Украина официально объявили охоту на российскую тактическую авиацию в глубоком тылу, запустив экстренную программу создания умного оружия возмездия. Призовой фонд для участников – 250 тысяч евро. В документах Альянса признается, что стандартные ракетные удары по РФ и одиночные беспилотники сталкиваются с серьезным противодействием ПВО и РЭП, из-за чего тактическая авиация продолжает наносить удары по Украине. Именно поэтому Альянс и Киев ищут разработчиков, которые смогут создать РАИ беспилотников, которые должны залетать вглубь РФ минимум на 150 километров. Главное условие конкурса – технология должна быть практически полностью независимой от человека. РАИ БПЛА под управлением искусственного интеллекта должны сами находить и бить по самолетам, складам с боеприпасами и аэродромам. Удары ВСУ по Беларуси. Зеленский захотел прижать Лукашенко к стене и озвучил ему ультиматум. Киев дает неделю на размышления, а после будет наносить удары. На это намекнул сам Зеленский, который прокомментировал извинения со стороны Лукашенко. Тот, я напомню, в интервью «Аль-Арабия» извинился за свои слова, когда говорил, что Зеленский употребляет запрещенные вещества. При этом на Банковой вели разговор в другой плоскости. Зеленский заявил, что Беларусь помогает России наносить удары по Украине, а поэтому Минск за 7 дней должен отвести технику. В частности, убрать ретрансляторы РФ из 2 приграничных к Украине областей.
А если Лукашенко продолжит снабжать российскую армию топливом, то под прицелом окажется и вся белорусская нефтепереработка, заявил Зеленский. Далее прямая речь, опубликованная на YouTube-канале ТСН. На его территории вдоль двух областей, граничащих с Украиной, находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению. Там у нас нет сейчас сильного фронта, где Украина и Беларусь воюют. Там, где убивают гражданских, там ретрансляторы на соответствующих вышках. Он может это снять? Для чего слова, что он не хочет войны? Пусть снимет эту технику, пусть отключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Если он этого не сделает, сделаем мы. Точно так же, как, например, его нефтеперерабатывающую промышленность. Мы делаем все, чтобы у русских не было возможности продавать нефть и, соответственно, поставлять дизель и топливо своей армии. Ко всему, Зеленский отверг обвинения белорусской и российской сторон. Речь об ударе по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области. При этом на новый ультиматум Киева Минск пока не реагировал. Однако накануне там заявили, что Беларусь оставляет за собой право предпринимать действия в отношении Украины для защиты жизни своих граждан. Это официальная формулировка, которую озвучил постоянный полномочный представитель Беларуси при уставных и других органах СНГ Игорь Назарук, комментируя удар по автобусу в Брянской области. Но о каких методах конкретно идет речь, он не уточнил. Бусификация на территории России. В РФ началась подготовка к массовой мобилизации. В Волжском, Волгоградской области прошли масштабные учения для чиновников, где их прямо обучали, как проводить массовую мобилизацию. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на видео горадминистрации. В тренировке участвовали 17 мобилизационных работников из Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей, Калмыкии, Крыма, а также частей Луганской и Донецкой областей, не подконтрольных Киеву. В Волжском развернули пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации, участок для разносчиков повесток, пункт приема и передачи техники, а также учебный штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий. По словам властей, цель учений – поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени, он ведется постоянно, говорят в администрации Волжского. Отчет об учениях выложили в соцсетях, однако вскоре без объяснений удалили. Тем временем совсем не учебные, а реальные облавы на мужчин зафиксированы в Пензенской области РФ. Местные жители сообщают о масштабных рейдах с участием военных, полиции и ДПС. По их словам, по городам и районам курсируют микроавтобусы, мужчин останавливают на улицах и увозят в военкоматы. Все напоминает украинские мобилизационные рейды ТЦК. В соцсетях и открытых чатах распространяются видео и фото силовых задержаний. По словам россиян, не массовые облавы начались еще в январе, но в последнее время резко усилились. В сообщениях также звучат обвинения в давлении на задержанных и попытках принуждения к подписанию контрактов. В МВД по Пензенской области заявляют, что массовые задержания – это фейки. Подобные рейды, уверяют силовики, носят плановый характер и периодически проводятся на территории региона. Сообщаем, что сотрудники полиции оказывали содействие военному следственному отделу Следственного комитета Российской Федерации по Пензенскому гарнизону в проведении рейдовых мероприятий по установлению лиц, получивших гражданство РФ и не вставших своевременно на воинский учет. Протест украинских военных без митингов в центре столицы, но с публичными и громкими осуждениями. Те недовольны новой реформой. Об этом пишет издание «Украинская правда». Министерство обороны презентовало долгожданную армейскую реформу, которая вместо реальной демобилизации предлагает бойцам подписать новые контракты на 6-14 месяцев для пехоты и на 24 месяца для остальных, ради получения последующей полугодовой отсрочки. Действующие военнослужащие, воюющие с 22 года, восприняли это как издевательство, поскольку реформа не дает четкого ответа на главный вопрос – когда они, наконец, смогут вернуться домой. Вся суть нововведений свелась к попытке государства заставить уставших солдат послужить еще немного, говорится в публикации, исходя из заявлений военных. Далее цитата. «А если война закончится через полгода, а у меня еще 18 месяцев контракта, я что, лох или что? Каждые полгода так думаю», объясняет УП свой выбор дождаться демобилизации военнослужащий Богдан, который воюет с 2022 года. При этом обещанное повышение зарплат, например, полностью обошло стороной операторов БПЛА, несущих основную нагрузку на поле боя, а зарплаты тыловиков подняли до мизерных 30 тысяч гривен.
Вместо поддержки ветеранов Минобороны сместила весь фокус и мотивационные бонусы на привлечение еще не служивших гражданских лиц. Сами фронтовики называют инициативу, далее цитата, «эфемерной отсрочкой» и не хотят переподписывать документы, предпочитая оставаться в статусе мобилизованных. Послушайте. Еще одной причиной возмущения стало то, что военные не почувствовали себя целевой аудиторией этой реформы. По их впечатлениям и в принципе, по словам министра Федорова, основной аудиторией этой реформы являются гражданские лица, которых только хотят привлечь в армию. Повторный удар по Москве, второй массированный налет. ВСУ снова атаковали московский регион. О новой масштабной волне дронов сообщил мэр Москвы Собянин. По его словам, системы ПВО на подлете к городу сбили 76 беспилотников. И это только за пятницу. На фоне атаки временно приостанавливали работу московские аэропорты Домодедово и Внуково. Напомню, 18 июня ВСУ провели одну из самых массовых атак дронами по Московской области. Россия заявляет, что уничтожила сотни ВПЛА, пытавшихся прорваться к столице. Однако часть дронов все же достигла целей, прилеты зафиксированы и от провальной работы ПВО, которая ударила в частности и по НПЗ. Стенка на стенку. Макрон и Мерц идут на таран против тайной дипломатии Брюсселя. Саммит в столице Бельгии превратился в закрытое поле боя, где под ударом оказался глава Евросовета Антонио Кошта. А причина – его тайные звонки в Москву и попытка наладить контакт с Путиным. Об этом пишет издание «Политика». Кошта уже подтвердил, что такие контакты действительно были. Верхушка ЕС устроила беспрецедентный скандал из-за того, кто имеет право говорить с Кремлем от имени Европы. Германия и Франция продвигают формат Евротройки вместе с Британией, в то время как Кошту поддержало огромное число других лидеров. Цитирую. Эти столкновения высвечивают тлеющее напряжение в самом сердце ЕС относительно его подхода к России и того, кто должен говорить от имени Европы. Лидеры некоторых наиболее жестко антироссийских стран, а также Дании и Нидерландов, сплотились вокруг Макрона и Мерца. Причем некоторые демонстрировали беспрецедентный гнев в адрес Кошты, сообщили трое официальных лиц. Россия при этом, несмотря на закрытые контакты, публично роль Европы как посредника не принимает. Об этом заявил накануне Лавров. Он говорит, Москва была удивлена позицией США, которые также заявили, что не могут быть посредниками, ведь полностью на стороне Украины, а потому дух Анкориджа уже выветрился. Министр иностранных дел РФ заявил, что есть ощущение, что США могут изменить подход к окончанию войны в Украине, хотя Россия привержена договоренностям, достигнутым на Аляске. Понимания были четкие, и они достигнуты были на основе согласия президента Путина с предложениями, которые американская сторона представила. Но перемены бывают и в одну сторону, и в другую. Дип-скандал из-за фото, которого не было. Трамп и Мелони устроили публичную перепалку. Премьер-министр Италии умоляла президента США сделать совместное фото на саммите Большой Семерки. Об этом заявил сам Трамп в телефонном интервью итальянскому телеканалу «Ла Сетте». Глава Белого дома уверяет, Мелони очень хотела с ним сфотографироваться, при этом Трамп сказал, что не собирался делать снимок, однако ему стало жаль Мелони и добавил, далее цитата, «Мелони должна была быть рада уже самому факту разговора с ней». Мелони не смолчала. Она записала видеообращение, в котором заявила «Заявление Трампа вымысел и не более», и отвесила публичную пощечину американскому президенту, заявив, что он удивляет своим странным поведением с союзниками. Могу лишь сказать, что вызывает сожаление, что он не проявляет той же решимости по отношению к врагам Запада, к врагам Соединенных Штатов, к лидерам, с которыми он, напротив, демонстрирует гораздо большую уступчивость. Но он должен помнить одну вещь. Я и Италия никогда не умаляем. Камни в сторону Трампа полетели из президентской резиденции Италии. Никто не имеет права говорить с премьер-министром Италии в таком высокомерном тоне. Это уже заявление президента Италии Маттареллы. Тот поддержал Мелони. На ее защиту встал и весь итальянский политикум. Трампу фактически объявили бойкот. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни демонстративно отменил визит в США, который планировался 21-22 июня. Жесткие и оскорбительные слова президента Трампа в адрес председателя Совета министров Джорджа Мелони оскорбляют всю Италию. Израиль и Хизбалла объявили о перемирии. Как сообщил Рейтер, высокопоставленный чиновник США
Соглашение о прекращении огня вступило в силу накануне в 16:00 по местному времени. Договоренность была достигнута при посредничестве Вашингтона и Катара и при участии Ирана. Цахал подтвердил эту информацию, однако пресс-секретарь армии Израиля дал понять, что пауза может оказаться условной. Если возникнет необходимость, израильские военные готовы вновь перейти к боевым действиям. Позже журналистка BBC Саманта Гренвилл сообщила, что перемирие по сути только на словах. На юге Ливана продолжаются обстрелы. После старта перемирия команда BBC насчитала более 10 израильских атак. Тем временем премьер Израиля Нетаньяху опубликовал в соцсети видео с мощными ударами по Хизбалле в Ливане. Время этих ударов он не уточнил, но сообщил, что Цахал ликвидировал десятки террористов. Ранее в этот же день министр нацбезопасности Израиля Бен Гвир написал на своей странице в соцсети X, далее цитата, «Весь Ливан должен сгореть». Этот пост появился после того, как Цахал сообщил о гибели 4 солдат на юге страны. Хватит играть в пинг-понг. На Ближнем Востоке не побеждают сдержанностью и дозированными ответами. Здесь нужно сходить с ума, уничтожать, сокрушать террор. Иран отреагировал на угрозу. Единственный интерес Израиля – бесконечная война, считает глава иранского МИД Аракчи. Геноцидный культ смерти, базирующийся в Израиле, написал министр в соцсети, представляет угрозу для всего человечества. Также в Тегеране заявили, что консультации по следующему этапу переговоров о подготовке окончательного соглашения между США и Ираном продолжаются через посредников. Как долго они будут длиться, зависит исключительно от Вашингтона, резюмировали в иранском МИД. Аракчи также подчеркнул, что Соединенные Штаты несут ответственность за прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Он заявил, что ответственность за любое нарушение обязательств, содержащихся в меморандуме, будет лежать на США и предупредил о последствиях и возможных осложнениях такого шага. Напомню, переговоры делегаций из Вашингтона и Тегерана должны были пройти еще вчера в Швейцарии. Стороны несколько раз меняли формат от очного подписания меморандума до онлайн-подписания и последующих переговоров по существу. В итоге встреча была полностью отменена. Трамп заявил, что срыв встречи произошел по вине Тегерана. При этом президент США подчеркнул, что готов придерживаться 60-дневного графика переговоров, но предупредил, Тегеран не получит ни цента. В других выпусках также много ответов на вопросы и событий. Переходите, пожалуйста, на канал и смотрите. До встречи.